Глава 426. Предательство. Цзиньцин подавил свой страх и спросил: «Вы человек или призрак?» Причудливая тень зловеще улыбнулась и ответила: «Призрак». «Человек?» «Да что ты говоришь?» Выражение Цзиньцин стало крайне неприглядным. Хань Ли молчал и быстро открыл свой свиток без предупреждения. Множество огненных птиц вылетели оттуда и направились в сторону причудливой тени. В тот же момент ранее вызванная огромная птица громко вскрикнула и бросила свою борьбу с жутким змеем, метнувшись в сторону тени, словно огненный шар. Причудливая тень презрительно фыркнула и сказала: «Конгелированная птица Ян. Если бы у них были настоящие тела, я бы, возможно, и испугался. Но как ты собираешься поглотить призраков остатками их душ?» Сказав это, зеленая тень взмахнул рукой и выпустил плотный поток черной ци в их направлении. Пиу-пиу. Черная ци превратилась в двух черных питонов с рогами, которые метнулись в направлении стаи огненных птиц. Каждый их питонов раскрыл свою пасть и стал проглатывать птиц одну за другой. В мгновение ока от стаи птиц ничего не осталось. В этот момент к питонам прибыла огромная конгелированная птица Ян, превратившаяся в шарик белого пламени. Однако она полностью проигнорировала их и выстрелила прямо в причудливую тень. Когда тень увидела это, его глаза сверкнули ярко-красным светом. Казалось, тень совершенно не думала двигаться с места, поскольку эта птица не могла нанести ей никакого вреда. Внезапно руки зеленой тени дрогнули, отделив рогатых питонов от рук и позволяя им двигаться самостоятельно. Затем тень плотно сжала руки, в результате чего на них появилось потустороннее темно-зеленое пламя. Вскоре после этого ее тело размылось и яростно столкнулось с белым шаром. Белый шар в мгновение ока был уничтожен. Хань Ли и Цзиньцин в шоке при виде этого. В руке зеленой тени неожиданно появилась белая хрустальная жемчужина. Тень злобно ухмыльнулась и проглотила его без колебаний, а затем снова бросила на Хань Ли свой холодный взгляд. В этот момент свиток в руках Хань Ли самовоспламенился, и он тут же отбросил его. В мгновение ока он превратился в пепел. Хань Ли глубоко вдохнул. Хотя он знал, что аватары конгелированных птиц Ян не соперники зеленой тени, он не ожидал, что она специализируется на подчинении призраков инь, и что его птицы будут уничтожены одним ударом. Однако, на самом деле Хань Ли использовал их, чтобы проверить силы противника, но даже в этом случае он не смог получить никакой информации. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что противник не был обычным призраком или демоном. Оставаясь спокойным, Хань Ли пристально рассматривал зеленую тень и внутренне оценивал, насколько велики его шансы на победу, если они будут сражаться. «Неплохо. Меня сейчас очень интересует твое тело. Остальные можете проваливать», — сказала зеленая тень, глядя на Хань Ли. Казалось, его последняя атака спровоцировала это. Естественно, кривая душа не сдвинулся ни малейшей степени, но когда Цзиньцин услышал это, выражение на его лице изменилось. Он видел, что сила его противника была просто невероятной. Даже если бы Цзиньцин присоединился к Хань Ли, он считал, что их шансы на победу были очень невысокими. Теперь, когда причудливая тень сказала ему уйти, Цзиньцин колебался. Совсем недавно он видел, как умерло несколько культиваторов, и даже обычно беззаботный Цзиньцин теперь ценил свою жизнь. Зеленая тень фыркнула и пронеслась мимо Цзиньциня и кривой души. Он зловеще сказал, что «Я дал вам шанс спастись, а вы двое не хотите им воспользоваться. В таком случае пеняйте себя». Услышав слова причудливой тени, в которых говорилось о намерениях убить его, лицо Цзиньциня несколько раз изменилось в цвете, затем он хлопнул Хань Ли по плечу и сказал: «Брат Хань, я не хочу умирать, так что не обессудь». Больше он ничего не сказал, а метнулся к выходу, не оглядываясь. Выражение лица Хань Ли было прежним, не выдавая никаких эмоций. Он просто смотрел на то, как Цзиньцин уходит холодным взглядом. В красных глазах зеленой тени было удовлетворение. Когда Цзиньцин пронесся мимо разрушенного скелета, внезапно произошло нечто ошеломляющее. Фрагменты скелета внезапно развернулись в его направлении, обрушив на него шквал из костей, словно шквал стрел. Цзиньцин мгновенно окутал себя слоем серебряного света. Однако осколки скелета, не дожидаясь, когда он выпустит свое магическое сокровище, засияли белым сиянием и пронзили его серебряный барьер, как будто его там не было. Мгновение спустя тело Цзиньциня было изрезано на смерть, и он упал на землю, не произнося ни слова. Хань Ли безмолвно посмотрел на труп на полу и слегка покачал головой. Затем он слегка хлопнул рукой по своей сумке для хранения духовных зверей. Одновременно с этим перед ним вылетели два летающих меча и загорелись зеленым сиянием. «Интересно, неужели ты не хочешь спросить меня, почему я не сдержал свое обещание?» С усмешкой спросила зеленая тень.
Если вы не желаете об этом говорить, нет необходимости спрашивать. Это пустая трата времени, сказал Ханли. Отлично. Мальчик, ты мне нравишься. Если бы мы встретились до того, как я пережил эту великую катастрофу, я бы мог сделать тебя своим учеником. Но теперь я никогда не возьму ученика. Я никогда не прощу ни одного предателя. Зеленая тень была слегка удивлена ответом Ханли, но вскоре его голос снова стал ледяным. Не меняя выражения на лице, Ханли взмахнул рукой. Кривая душа тут же подошел к нему, испуская красный свет. Он не собирался попусту тратить время, а собирался поразить его одним сокрушительным ударом. Он готовил облачные бамбуковые мечи внутри своего тела. Увидев свет крови кривой души, тень слегка вздрогнула, а затем раздраженно улыбнулась, кровавый божественный свет. Отлично. Вы ученики Цзень-Иня, Ханли слегка нахмурился. Цзень-Инь? Не могли бы вы рассказать о эксперте Цзень-Ине с острова Цзень-Инь? Равнодушно спросил Ханли. У него было предчувствие, что он мог разгадать тайну школы черного демона и Цзень-Иня. Услышав Ханли, зеленая тень впала в ярость и громко закричала: «Эксперт Цзень-Инь!» Как можно называть предателя экспертом? Ханли был немного ошеломлен. Этот призрак был мастером Цзень-Иня. Это было действительно странно. Пока Ханли был ошеломлен этими словами, позади него пронесся зеленый свет, издавая тихий треск. Ханли невольно повернулся, однако позади него ничего не было. Неплохо, через мгновение Ханли понял, что его обманули, и поспешно откинул назад голову, инстинктивно выпустив 7 летающих мечей, чтобы защитить себя. В настоящее время контроль над 9 облачными бамбуковыми мечами был абсолютным пределом Ханли. В то мгновение, когда он повернул голову, 9 летающих мечей превратились в одну полоску света. Слабая золотая дуга божественной дьявольской молнии вышла из меча, отбрасывая несущийся на него зеленый шар света. У Ханли по спине градом валил холодным пот, поскольку он чуть было не погиб только что. Золотой сверкающий бамбук. Ты создал летающие мечи из золотого сверкающего бамбука. Казалось, тень не верила своим глазам. Ханли ухмыльнулся и собирался было обмануть тень, но внезапно почувствовал странное колебание над ним. Рефлекторно он отклонился в сторону, но он все еще чувствовал, как его грудь дрожит. Внезапно знакомое красное сияние пронзило его холодом, в результате чего у него в груди хлынула кровь. Вслед за этим в его яростно ударила желтая полоска света. Дзынь, несколько летающих мечей Ханли заблокировали желтую полоску света, которая была небесной чашей. Кривая душа. Бешено закричал Ханли. Кровавая духовная дрель и небесная чаша явно принадлежали кривой душе. Однако фигура, которая стояла позади него, внезапно метнулась в направлении зеленой тени. Ханли проверил связь с кривой душой в своем сознании, однако его духовное чутье все еще присутствовало в кривой душе, хотя он по какой-то неизвестной причине полностью потерял контроль над ним. Зеленая тень протяжно засмеялась и подлетела к кривой душе в виде полоски зеленого света. Лицо Ханли стало бледным. Затем, стиснув зубы, он внезапно сделал жест заклинания и яростно произнес: «Приди». Внезапно маленький зеленый шарик вылетел из черепа кривой души и поспешно вошел в тело Ханли, прежде чем исчезнуть без следа. В этот момент зеленая тень уже вошла в кривую душу. Прижав свою рану, Ханли яростно взглянул на кривую душу. В следующее мгновение кривая душа открыл свои глаза, которые сияли кроваво-красным светом. Глава 427. Высшая духовная демонификация. Ханли быстро достал из своего мешка для хранения синий талисман и осторожно ударил им по ране. По вспышке белого света кровотечение прекратилось. Повернув голову назад, он встретился взглядом с кривой душой. В следующее мгновение его тело покрылось лазурным сиянием, которое достигало 10 метров в высоту. Это были его изумрудные мечи, которые вращались вокруг его тела. Ханли твердо решил, что если он собирается покинуть это место, ему придется высвободить облачные бамбуковые мечи, чтобы защитить себя от любых трюков, которые может быть у этого древнего эксцентрика. Честно говоря, это был самый страшный враг, с которым он сталкивался после того, как вошел в мир культивации. Если бы его реакция оказалась чуть-чуть медленнее, он бы уже был мертв. Если бы его духовное чутье не было бы значительно сильнее, чем у обычных культиваторов, он бы погиб от подлой атаки кривой души. Кровавая духовная дрель действительно была невероятно мощным инструментом. Вряд ли его можно было чем-то заблокировать. Но теперь Ханли не было необходимости опасаться атак кровавой духовной дрели, поскольку это была последняя атака, которую культивировал кривая душа. Однако Ханли все еще чувствовал себя невероятно мрачным.
Согласно технике внешней реинкарнации, он усовершенствовал фрагмент своего духовного чутья в физическое тело кривой души и объединил их. Но каким образом этому старику удалось взять кривую душа под контроль без его ведома, ничто не предвещало того, что это может произойти. И если бы не успел вовремя извлечь часть своего сознания из кривой души, он бы тоже мог попасть под контроль старика. Ситуация, в которой оказался Хань Ли, действительно была тяжелой. Поскольку враг завладел кривой душой, было очевидно, что зеленая тень была каким-то злым демоническим духом. Хотя тень завладела кривой душой, Хань Ли подумал, что это может быть отличной возможностью уничтожить ее. С этой мыслью Хань Ли пошевелил рукой, и в следующее мгновение в ней появился небольшой медный колокольчик, колокольчик обладания духом, который он по-прежнему хранил. Этот колокол содержал сущность крови физического тела кривой души. Хотя он не мог рассчитывать на то, что таким образом сможет захватить врага, его можно было использовать в свою пользу. В этот момент кривая душа потягивался и шевелил конечностями, словно знакомясь со своим телом. При виде того, что делал Хань Ли, он задрожал в предвкушении предстоящей битвы. Лицо Хань Ли потемнело, и он не мог больше колебаться и позвонил в колокол. Раздался звон колокольчика. Хотя красные глаза кривой души замерцали, никаких существенных изменений в его теле не произошло. Сердце Хань Ли ушло в пятки. Что бы ты ни делал с этим аватаром демонического ядра, это бесполезно, поскольку я стал хозяином этого тела. Неужели ты думаешь, что такие незначительные ограничения могут на меня повлиять? С насмешкой произнес кривая душа. Ты знаешь, что у этого аватара демоническое ядро? Хань Ли был удивлен. Хах. Это я создал технику внешней реинкарнации и демонического ядра, а затем передал их своим ученикам. Ты что думал, что я их не узнаю? Разве твой мастер тебе не говорил, что эта секретная техника использовалась в создании аватара, которого бы легко можно было контролировать? Кривая душа размял шею, а затем сказал это. Хань Ли смутился, но на его лице было странное выражение. Какой мастер? Технику создания аватара я получил из нефритовой пластинки. Какое это имеет к вам отношение? Спросил Хань Ли, не желая быть козлом отпущения для старика Цзень-Иня. Нефритовая пластинка. «Мальчик, ты что, правда думаешь, что если не признаешься в том, что ты ученик двух моих учеников, которые меня предали, что я так легко отпущу тебя? Когда я поймаю тебя, я завладею твоим телом и все узнаю». Похоже, что кривая душа не верил словам Хань Ли. Сказав это, он без малейших колебаний взглянул на обломки скелета, заставляя их зависнуть в воздухе. В одно мгновение она снова собралась в целый скелет, который тут же направился к кривой душе. Хотя Хань Ли не знал, что он намеревался, он не мог позволить своему оппоненту добиться успеха. Он тут же трижды щелкнул пальцем, в результате чего из его рук вылетели 3 полоски лазурного меча. Они выстрелили в направлении скелета. «Ты смеешь так бесцеремонно нападать на меня?» Зловеще сказал кривая душа. Затем он открыл рот и выпустил кровавый луч света. Помещение озарилось серией вспышек, когда кровавый луч света столкнулся в полосками зеленого света. Столкнувшись, они рассеялись по залу. Хань Ли нахмурился. После того, как телом кривой души завладела зеленая тень, уровень культивации кривой души явно не был ранней стадией формирования ядра. Это было слишком странно, но то, что произошло дальше, удивило Хань Ли еще больше. Как только белый скелет подлетел к кривой душе, он слился с его телом. Кривая душа громко взревел, подняв голову вверх. Его тело озарилось серией разноцветных вспышек, которые непрерывно блуждали по всему телу кривой души и полностью покрывали его. Когда кривая душа взревела, внутри его тела произошел взрыв. Его тело наполнилось болью, в результате чего его конечности начали медленно сокращаться. Как только все закончилось, кривая душа стал немного ниже, словно это был обычный человек. Но то, что вызвало наибольшее удивление Хань Ли, что лицо кривой души изменилось. Теперь у него было лицо молодого человека с нежными чертами лица. Даже цвет крови в его глазах слегка помутнел. В этот момент кривая душа претерпел трансформацию в совершенно другого человека. Хань Ли был ошеломлен на мгновение, а затем горько улыбнулся. Хань Ли сначала хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы атаковать противника, однако трансформация произошла настолько быстро, что он не успел атаковать его. Немного помолчав, Хань Ли сухо спросил: «Это овладение или полный захват тела?» Юноша таинственно улыбнулся и, прищурившись, взглянул на Хань Ли, а затем сказал: «Ты сильно недооцениваешь мою технику высшей духовной демонификации. Это тайное искусство, которое способен выполнять только эксперт стадии зарождения души. Она не имеет ничего общего с захватом тела. Культиватор может влиться в другое тело в любое время, когда пожелает.
Теперь, когда я укрепил кости, ты станешь моей жертвой крови, чтобы я смог возродиться. Выражение лица Хань Ли стало совершенно мрачным. Он тут же высвободил своих золотых прожорливых жуков, которые были наготове какое-то время. Через мгновение над его головой появилось светящееся золотым и серебряным светом облако. Затем Хань Ли взмахнул рукой, и вокруг него появилось несколько белых огней. Это были обезьяны-марионетки, которые уставились на юношу с ледяным взглядом. Но Хань Ли на этом не остановился. Взмахнув руками еще раз, он создал жест заклинания, в результате чего 9 маленьких мечей вылетели из его тела, объединившись в трехметровый изумрудный меч. Меч непрерывно сверкал, а по его лезвию искрилась золотая молния. При виде этого юноша, казалось, был удивлен, а затем на его лице появилось серьезное выражение. Затем он сказал: «Летающие мечи, созданные из небесного сверкающего бамбука, демонические насекомые и марионетки. Кажется, ты на самом деле не являешься учеником Цзень-Иня. В этом случае, как насчет того, чтобы поговорить?» Хань Ли, который только что подготовил все свое наступление, был ошеломлен, услышав это. Немного поколебавшись, он холодно сказал: «К сожалению, я действительно хочу проверить, способны ли вы выстоять перед моими летающими мечами». Без малейшего колебания Хань Ли направил свой огромный летающий меч, и тот сразу же метнулся в сторону юноши зеленой полоской света. Когда он летел, он издавал раскаты грома. Лицо юноши стало мрачным при виде этого, а затем он взмахнул своими огромными зелеными когтями, которые выступили из его пальцев. Внезапно в воздухе появилось 5 полумесяцев черного сияния, которые тут же увеличились в размерах и направились к полоске зеленого света. Когда они коснулись меча, он заискрился золотой молнией, в результате чего черные полумесяцы растворились в воздухе. Они не смогли выдержать ни одного удара, хотя выражение юноши оставалось спокойным, он был очень удивлен. Сила золотого молниеносного бамбука была намного больше, чем он ожидал. В мгновение ока зеленая полоса меча появилась перед юношей. Однако он по-прежнему оставался спокойным, равнодушно наблюдая за приближением огромного меча, как будто у него все еще был припрятан козырь в рукаве. Глава 428. Сяача. Юноша выпустил свои призрачные когти, которые со вспышкой зеленого света метнулись в направлении меча Хань Ли. Как только они столкнулись с мечом, раздались раскаты грохота. Черные и золотые дуги молнии переплетались между собой, в результате чего они превратились в огромную шаровую молнию. Зал сотрясался раскатами грома. Хань Ли внезапно прищурился. Небесный сверкающий бамбук. Он был ошеломлен тем, что его противник также обладал магическим сокровищем, созданным из небесного сверкающего бамбука. Неужели? Хань Ли подумал о чем-то и пристально уставился в зеленую полосу, которую выпустил юноша. В блестящем центре шаровой молнии он увидел яростную изумрудную стрелу, которая врезалась в его огромный меч, который состоял из 9 облачных бамбуковых мечей. Молния, которую использовал его враг, сильно отличалась от той, что была в его мече. Вместо золотого цвета она состояла из черного, как будто она была создана с помощью демонической техники. Эта черная молния была чрезвычайно сильной и даже одержала верх при столкновении с золотой молнией. Хань Ли горько вздохнул. Он не ожидал, что его первоначальные подозрения подтвердятся. Он почувствовал знакомую ауру, когда увидел стрелу в черепе скелета. Хотя она напоминала золотой молниеносный бамбук, в ней чувствовалась слабая черная ци. Это вызвало у него большие сомнения. В конце концов, согласно тому, что он знал, золотой молниеносный бамбук появился только однажды в области моря рассеянных звезд, но вскоре бесследно исчез. Каковы шансы на то, что он мог наткнуться на него в таком месте? Хань Ли слабо верил в это. Но теперь, как он увидел эту самую стрелу, которая была создана из золотого молниеносного бамбука с добавлением черной ци, в виде магического сокровища в руках старого призрака. Какое ироничное стечение обстоятельств, Хань Ли саркастически улыбнулся. Внезапно он как будто что-то вспомнил. Призрак получил преимущество, когда завладел скелетом, и только тогда смог использовать стрелу. Подумав об этом, Хань Ли испугался. Внезапно его спина покрылась холодным потом. Неудивительно, что его облачные бамбуковые мечи не могли победить стрелу. Он потратил слишком мало времени на их закаливание, опираясь в бою только на природную способность золотого молниеносного бамбука. Было естественно, что его магическое сокровище уступало магическому сокровищу врага. Если бы он закаливал свои мечи дольше, ни одно магическое сокровище не смогло бы с ними сравниться, даже если оно было бы создано из золотого молниеносного бамбука. Но теперь, когда он узнал, что у противника был метод восстановления божественной дьявольской молнии его летающих мечей, Хань Ли не желал начинать полномасштабную атаку.
В конце концов, он не знал настоящий уровень культивации этой зеленой тени даже после того, как он превратился в юношу. Кроме того, учитывая хитрость и находчивость его противника, злобная магия и дьявольские искусства, несомненно, были бы еще более странными. Он сомневался, сможет ли остановить их. Если бы он вложил все свои силы в эту атаку, он мог потерять даже своих жуков, но победа не была бы гарантирована. Можно предположить, что, поскольку противник неожиданно выдвинул предложение о разговоре мгновение назад, он также несколько боялся магического сокровища Хань Ли и его техник. С учетом этой мысли Хань Ли безмолвно приманил свой огромный меч. Изначально огромный меч по вспышке света рассоединился на 9 маленьких мечей и выстрелил в направлении Хань Ли. Когда юноша увидел это, холодный блеск вспыхнул в его глазах. Затем, после некоторого колебания, он решил не продолжать атаку и убрал свое магическое сокровище. После того, как Хань Ли убрал свои летающие мечи, он равнодушно спросил, словно не был уверен: «Если вы на самом деле являетесь мастером Цзень-Иня, тогда вам должно быть более 1000 лет». Юноша опустил голову, взглянул на свои восстановленные руки и равнодушно сказал: «До того, как я культивировал технику высокой духовной демонификации, мне было более 600 лет». Хотя я точно не знаю, сколько времени прошло после того, как я трансформировал свое тело в высшую душу, могу предположить, что прошло не менее 400 лет. К счастью, я культивировал это тело высшей души после рассеяния моей стадии зарождающейся души. Если бы я остался в своем теле, боюсь, что давно бы умер в медитации. Хан Ли молчал. Если то, что он сказал, было правдой, этот человек был тысячелетним призраком. Хан Ли не мог не заинтересоваться этой техникой высокой духовной демонификации, которая позволяла ему преодолеть все ограничения продолжительности жизни. Таким образом, Хан Ли медленно сказал: «Поскольку вы сказали, значит, я должен действительно обращаться к вам как к старшему». Когда юноша услышал это, слова Хан Ли пришлись ему не по нраву. Он ухмыльнулся и сказал: «Старший, будучи проклятым в течение стольких лет, я не собираюсь оставаться бестелесным призраком и отказаться от возможности войти в цикл реинкарнации, чтобы отомстить 2 моим предателям-ученикам. Если ты не дашь мне четкое объяснение своего происхождения, я клянусь, что сегодня ты не останешься в живых». Хотя тон его был спокойным, каждое слово было настолько ледяным, что не вызывало сомнений в его намерениях. Хан Ли горько улыбнулся. Немного поколебавшись, он сказал: «Разве это будет честно, если только старший будет задавать вопросы?» Может ли старший также прояснить некоторые из моих сомнений? Юноша был ошеломлен на мгновение, а затем рассмеялся. «Хорошо, хорошо. Я согласен на эти условия. Но если ты слишком много узнаешь, трудно будет сохранить тебе жизнь», — высокомерно ответил юноша. «Хе-хе, старшему не нужно беспокоиться об этом. Если я не ошибаюсь, то старший, по крайней мере, находится на поздней стадии формирования ядра. Я бы хотел узнать ваш уровень культивации», — спросил Хан Ли, внимательно изучая выражение юноши. Юноша холодно усмехнулся несколько раз, но он не ответил ему на вопрос, в результате чего Хан Ли проклинал его про себя, называя злым старым ублюдком. «В сторону эту чушь. Ты сказал, что узнал эту технику из нефритовой пластинки, а не от 2 моих предателей-учеников. Дай мне ее», — серьезным тоном сказал юноша. Хан Ли нахмурился. Немного поколебавшись, он похлопал рукой по своей сумке для хранения и вынул нефритовую пластинку, направив ее в сторону юноши с помощью потока своей ци. Юноша не стал ловить пластинку своими руками. Вместо этого он поднял руку, призвав питона из черной ци, чтобы тот поймал его своей пастью и поднес к нему. Его глаза засверкали кроваво-красным сиянием, когда он безмолвно просматривал нефритовую пластинку. Спустя несколько мгновений он перевел взгляд на Хан Ли, затем щелкнул пальцем и вернул нефритовую пластинку Хан Ли. Затем он медленно проговорил: «Скажи, откуда ты взял ее? Этого недостаточно, чтобы опровергнуть твои отношения между тобой и моими 2 предателями-учениками». Хан Ли слегка улыбнулся и ответил ему своим вопросом: «Поскольку божественные способности старшего настолько велики, то, несомненно, его репутация должна быть столько велика. Старший, не могли бы вы назвать мне свое имя?» Когда Хан Ли не ответил на его вопрос, юноша сначала пришел в ярость, но потом, словно вспомнил о чем-то и холодно ответил: «Ты наверняка слышал обо мне раньше. Я костяной мудрец, Сяача». Костяной мудрец. Хан Ли невольно повторил услышанное имя. Тем не менее, он не обратил на это никакого внимания и спокойно сказал: «Поскольку старший считает, что этот нефритовой пластинки недостаточно, чтобы доказать мою личность, тогда моего искусства культивации должно быть достаточно. Старший должен был видеть, что мое искусство культивации сильно отличается от тех, что вы передали своим ученикам.
Пожалуйста, взгляните еще раз. Сказав это, Хань Ли высвободил свое искусство владения сущности лазурного меча, испуская ослепительный лазурный свет. Вскоре после этого Хань Ли щелкнул пальцами и выстрелил лазурными лучами в направлении стены, в результате чего там образовалось несколько отверстий, шириной с чашу для риса. Что касается происхождения нефритовой пластинки, то это довольно просто. Я убил одного злого культиватора и неожиданно нашел эту пластинку у него. Если старший не верит в это, тогда больше нечего сказать. Мы можем только сражаться. Хань Ли снова щелкнул пальцами. Сяоча смотрел на лазурный свет Хань Ли с чрезвычайно мрачным выражением лица. Спустя какое-то время выражение его лица смягчилось, и он сказал: «Твое искусство культивации действительно отличается от моего. Оно даже не относится к искусству культивации дьявольского да. Разумеется, я вижу это. Однако, у тебя есть аватар с демоническим ядром. Так что это меня насторожило. У меня есть еще один вопрос к тебе. Помимо нефритовой пластинки, что еще ты нашел у этого трупа?» Выражение лица Хань Ли стало мрачным, когда он услышал это. Он почувствовал, что этот длительный период запугивания вот-вот закончится. С этой мыслью Хань Ли не стал отвечать, а вместо этого спокойно спросил: «Хотя старший культивировал высшую душу, но вы были пойманы в ловушку здесь в течение стольких лет, так что должно быть много ограничений и недостатков в технике высокой духовной демонификации. Например, нет никакого способа путешествовать под солнечным светом, или вы становитесь уязвимым для определенного типа магических инструментов. Ха. Ты что, действительно думаешь, что я скажу тебе это?» Юноша рассердился и внезапно перебил его. Хань Ли спокойно ответил с равнодушным выражением на лице: «Конечно, нет». Значит, старший действительно полагает, что младший будет спрашивать о том, чего он не должен знать. Когда Сяоча услышал эти шутливые слова, он был в шоке, и его яростное выражение постепенно исчезло. Глава 429. Воссоединение разрушенной карты. Раз ты не хочешь отвечать, тогда. Костяной мудрец сменил тему, как будто хотел изменить свой вопрос, но в этот момент из тела старого дьявола послышался странный звон. Эти звуки ошеломили Хань Ли. Когда костяной мудрец услышал их, не был поражен, но в то же время на его лице было радостное выражение. Не обращая внимания на Хань Ли, он ударился себя по животу. Живот разорвался, и оттуда вылетело ребро, опустившись старику на ладонь. Из него вышли кольца. На лице Хань Ли было недоумение, он был совершенно растерян. Держа кость в руках, улыбка на лице старого дьявола становилась еще сильнее. Треск. Старик сдавил кость в руке и превратил ее в пыль. Из остатков костяной пыли тут же сформировалась белая сфера, внутри которой появился черный сверчок. Как только он заметил костяного мудреца, он прекратил стрекотать и покинул световую сферу, вернувшись в его тело. Костяной мудрец рассмеялся и схватил световую сферу в руку. Белый свет вскоре исчез, в результате чего можно было разглядеть расшитую ткань, пожелтевшую от старины. Когда Хань Ли увидел этот предмет, он был в шоке. Эта расшитая ткань казалась ему довольно знакомой. Не слишком ли она была похожа на тот фрагмент карты, который он забрал у мастера секты черных демонов? Может быть, они как-то связаны между собой. Хань Ли ухмыльнулся. Он знал, что это может быть ключом к тому, чтобы разгадать тайну фрагмента карты. Он следил за каждым движением старика с широко распахнутыми глазами. К сожалению, костяной мудрец заметил его любопытный взгляд и тут же убрал карту в свой халат. Затем он спокойно посмотрел на Хань Ли и сказал: «Поскольку ты не имеешь никакого отношения к двум моим ученикам-предателям, я не собираюсь тратить на тебя время. У меня есть дела поважнее. Прежде чем уйти, я дам тебе совет. Если ты останешься здесь слишком долго, мой бывший ученик может заметить и примчиться сюда». Сказав это, старик не стал дожидаться ответа Хань Ли, а просто превратился в кровавую полоску свет и полетел прямо к выходу. Хань Ли сначала был ошеломлен, но вскоре нахмурился. Его тело тут же превратилось в полоску лазурного света, сделав полный круг вокруг главного зала. Забрав сумки для хранения и магические сокровища своих бывших товарищей, он превратил их трупы в золу и поспешно покинул это место. Казалось, старый дьявол не интересовался сумками для хранения культиваторов стадии формирования ядра. Хотя Хань Ли не знал точно, как старик относился к этому, просто пренебрегал вещами культиваторов стадии формирования ядра или его вовсе не интересовали их вещи, это было на руку Хань Ли. Однако он все еще думал о расшитой ткани. Однако он также боялся, что, если он будет слишком медленно уходить, костяной мудрец может установить ловушку на выходе, что сулит ему только одни неприятности. Но когда Хань Ли подумал о том, как костяной мудрец захватил контроль над его аватаром,
кривая душой, Хань Ли почувствовал жгучую боль в своем сердце. Однако Хань Ли прекрасно понимал, что уровень силы атаки противника был слишком высоким, и он бы все равно ничего не смог поделать. С этой мыслью Хань Ли вылетел на поверхность. Когда Хань Ли вылетел на поверхность, этого старого дьявола уже и след простыл, в результате чего Хань Ли был в полном восторге от его удивительной техники движения. Но когда Хань Ли увидел, как вокруг было тихо и спокойно, он вспомнил, сколько людей вошло в это подземелье, и что только ему одному удалось выжить. В его сердце вспыхнуло чувство холодного одиночества. Но как только появились эти негативные эмоции, он забросил их подальше. В конце концов, путь культивации был долгим и трудным. Сейчас было не время плакать. Хань Ли не осмелился оставаться здесь надолго. Поднявшись на поверхность, он тут же покинул этот остров и потянулся за сумкой для хранения. Спустя мгновение в руке появилась расшитая ткань. Когда он посмотрел на нее, он почувствовал, как его сердце стало биться быстрее. Ему не нужно тщательно осматривать ее, чтобы понять, что она на самом деле была связана с окостяным мудрецом. Хотя Хань Ли не знал, какие тайны скрывал старик, но появление этой карты привело старика в восторг. Таким образом, Хань Ли решил все же осмотреть эту карту. Сначала размытая карта полностью исчезла, а на ее месте появился рисунок маленького, золотого, светового меча. Независимо от того, как Хань Ли поворачивал расшитую ткань, меч света всегда указывал на северо-запад. Меч указывал на красную линию прямо к краю вышитой ткани, испуская слабое сияние. Хань Ли нахмурился. Хотя он не знал специфической цели предмета, он был бы полным идиотом, если бы не понимал смысл карты. Она показывала, что если владелец карты последует в направлении, в котором указывал меч, он непременно достигнет какого определенного места. Ухватив карту, Хань Ли немного задумался. Казалось, костяной мудрец так поспешил, потому что карта была чувствительна ко времени. В дополнение к счастливому выражению на лице старике, было очевидно, что приз наверняка будет большим. Как только Хань Ли пришел к такому выводу, он немедленно повернул свое тело в направлении, указанном мечом на карте. Если он не спешит, премия будет захвачена другими, если карта не исчезнет раньше. Немного поразмыслив, он решил отправиться в этом направлении и покинул опустевший остров. Примерно через четверть часа огромный черный туман бросился к острову издалека. Покружившись вокруг входа в пещеру, туман рассеялся, являя мужчину средних лет с такой бледной кожей, что, казалось, у него не было ни капли крови. Когда он увидел, что ограничительные заклинания были уничтожены, а столб духовного уплотнения был сброшен, он тут же вошел в подземную пещеру, нахмурив брови. Через мгновение из-под земли раздался громкий, пронзительный рев, что сотряс весь остров. Затем мужчина средних лет вылетел из пещеры и метнулся в небо черной вспышкой света. Он с опаской осмотрелся вокруг и выпустил несколько десятков полос черного сияния. Эти полосы внезапно закружились и превратились в огромных черных птиц, которые стали прочесывать периметр в радиусе 50 километров. Через какое-то время птицы вернулись с поисков, которые не дали никаких результатов, выражение лица мужчины среднего возраста стало крайне неприглядным. Он повернул голову к небу и долгое время не двигался. Спустя какое-то время он взорвался холодным смехом. «Старый монстр, ну что ты смог сбежать? Ты уже не мой мастер, а я не один из твоих никчемных учеников. Как только я закончу дела в небесном зале, я найду тебя». Без дальнейших колебаний он взмыл в небо и превратился в огромный черный туман. Затем, словно желая выпустить свой гнев, из черного тумана вырвался в направлении подземелья черный луч света, превратив ее в руины. После этого черный туман улетел в небо словно метеор. Естественно, Хань Ли не знал о том, что только что произошло. Он летел по направлению карты, управляя своим магическим сокровищем на максимальной скорости. Поскольку Хань Ли боялся наткнуться на костяного мудреца, он был чрезвычайно бдительным и время от времени высвобождал свое духовное чутье, чтобы осмотреться. После нескольких дней бегства ничего неожиданного не произошло к облегчению Хань Ли. Но внезапно до него донеслись звуки сражения. Слабые отголоски взрывов и вспышек выглядели так, будто неподалеку сражались культиваторы. Хань Ли нахмурился и использовал свою мощь своего духовного чутья, чтобы осмотреться. В настоящее время мужчина и женщина сражались с 3 культиваторами в расшитой одежде, покрытой злой ци. Однако их сила была патетически низкой, поскольку они были только на ранней стадии заложения фундамента. Казалось, что мужчина и женщина находились в невыгодном положении. Хань Ли потер нос. Поскольку он узнал, что битва его не касалась, он хотел было вернуться к своему изначальному пути, облетев их битву. Он совершенно не хотел вмешиваться в этот бой. С этой мыслью Хань Ли увеличил скорость и бросился вперед, превратившись в полоску зеленого света.
Сражающиеся были сильно потрясены при виде этого и тут же вытащили свои магические инструменты. Когда Хань Ли пролетел мимо них, он остановился на мгновение и небрежно взглянул на них. А женский культиватор из пары для культивации, казалось, узнала Хань Ли. Она с радостью закричала: «Старейшина Хань, я главный ученик правых посланников секты изящного звука. Эти 3 культиватора — великий враг нашей секты, объединение ядовитых драконов». Глава 430. Вэнь Цюэ. Хань Ли был поражен ее криком, и он не мог не взглянуть и осмотреть женщину. «Ты ученица секты изысканного звука?» — равнодушно спросил Хань Ли. Кажется, что молодой женщине было около 20 лет, а на ее лице была чрезвычайно мягкая, белая, словно снег, кожа. Она выглядела очень очаровательно. Ученица Вэнь Цюэ отдает свое почтение старейшине Хань. Эта прекрасная молодая женщина поспешно подлетела к Хань Ли и почтительно поклонилась ему. Ее фигура была прекрасна со всех сторон. В дополнение к сладкому голосу молодой женщины, он почувствовал ее опьяняющий сладкий аромат. Хань Ли спокойно осмотрел ее и спросил: «Как ты узнала меня?» «Разве мы раньше встречались?» Хань Ли был немного озадачен, поскольку он первый раз видел ее. «Я действительно вижу вас, старейшина Хань, в первый раз, однако мастер секты повесила несколько ваших портретов в зале для аудиенций», почтительно сказала молодая женщина. Хань Ли был ошеломлен и не знал, смеяться ему или плакать. Он не думал, что те 3 женщины из секты изысканного звука действительно сделают что-то подобное. Наверное, таким образом, они пытались распространить информацию, что он старейшина их секты. Несмотря на то, что этот факт огорчил был неприятен ему, на его лице не было никаких признаков недовольства. Вместо этого он перевел свой взгляд на мужчину средних лет и слегка улыбнулся: «Брат Вэнь, сколько лет, сколько зим. Кажется, у тебя все хорошо». С тех пор, как мужчина средних лет увидел Хань Ли, его лицо стало несколько странным. Теперь его лицо и вовсе напряглось. Он смотрел на Хань Ли с восхищением, однако в его взгляде также было и чувство собственного достоинства. «Я не ожидал, что старейшина Хань узнает меня. Хотя я видел ваш портрет в секте изысканного звука, не смел поверить в то, что это вы. Поздравляю с тем, что смог порваться к стадии формирования ядра», с легкой горечью сказал он. Этот мужчина средних лет был тем самым юношей Вэнь Цанем, которого Хань Ли впервые встретил на острове Стальной Звезды. Хотя он все еще напоминал того юношу, его волосы уже поседели, а на лице появились первые глубокие морщины. Казалось, старость уже была у него на пороге. «Брату Вэнь не нужно называть меня старшим. В конце концов, мы были знакомы, когда еще были на одном уровне». Улыбнулся Хань Ли. Хань Ли увидел, что Вэнь Цан был только в средней стадии заложения фундамента, и у него не было ни единого шанса достигнуть стадии формирования ядра. Хань Ли тяжело вздохнул, вспоминая того юношу в расцвете сил, который сейчас был почти стариком. На самом деле, даже если бы Вэнь Цюэ не закричала, чтобы он остановился, он бы так или иначе сделал это. У него была отличная память, так что он сразу же узнал Вэнь Цаня, хотя уже много лет не видел его. Поскольку он изначально произвел на Хань Ли хорошее впечатление, это было вполне естественно, что Хань Ли решил ему помочь в беде. Услышав Хань Ли, Вэнь Цан заявил, что он не смеет так говорить. Хань Ли не стал его переубеждать. Когда молодая женщина услышала, как они разговаривали, ее рот слегка дернулся. Она несколько раз моргнула, будто желая что-то спросить. Но Хань Ли не дал ей возможности заговорить и сам обратился к врагам: «Эй вы, 3, куда это вы собрались? Разве я позволял вам уходить?» 3 вражеских культиватора запаниковали, увидев, что со стороны их противников прибыл культиватор стадии формирования ядра. Однако, когда они увидели, что Хань Ли просто спокойно болтал с их врагами, они решили испытать свою удачу. Все 3 повернулись смертельно белыми, услышав Хань Ли. Переглянувшись между собой, они тут же вынули свои магические инструменты вместе с защитными магическими инструментами, окутав свои тела защитными барьерами Ци. «Ха, да вы сами напрашиваетесь!» Холодно фыркнул Хань Ли и щелкнул пальцем, высвободив из себя 3 блестящие полосы лазурного света. ТС. 3 магических инструмента культиватора и защитные барьеры вмиг были уничтожены, словно бумага толстым мечом. В следующую секунду небо и окружающее пространство наполнились жалкими криками и сверкающим сиянием, все 3 исчезли без следа. Молодая женщина и Вэнь Цан с почтением наблюдали за тем, как Хань Ли уничтожил 3 культиваторов из объединения ядовитых драконов. Хань Ли внутренне кивнул головой. Хотя это были 3 неприметных лазурных меча, они фактически обладали значительной духовной силой.
Несмотря на это, Ханьли был вполне доволен, что смог убить ими культиваторов, на так, как они смогли убить культиваторов в стадии формирования ядра с одного удара. Казалось, его мечи усилились вместе с его культивацией. Ханьли, казалось, что-то подумал и спросил: «Ах, да. Раз у вас обоих фамилия Вэнь, это значит...» Когда Вэнь Цан услышал Ханьли, он смутился в первое мгновение, а затем сказал: «Старейшина Хань верно шутит, это моя дочь». Ханьли был ошеломлен, а потом рассмеялся: «Тогда я должен поздравить брата Вэнь». В том юном возрасте она достигла стадии заложения фундамента. Возможно, однажды она достигнет стадии формирования ядра. Услышав это, Вэнь Цан с гордостью сказал: «Не стану скрывать это от старейшины Хань, но Сюй действительно моя гордость». Она достигла стадии заложения основ в 20 с небольшим. Я возлагаю на нее большие надежды. Поскольку я сам не буду продвигаться дальше, я могу только надеяться, что она достигнет высот, что я когда-то не смог. Вэнь Цан перевел взгляд на молодую женщину и нежно посмотрел на нее, в результате чего Сюй немного смутилась. Ханьли посмотрел на молодую женщину с улыбкой и слегка кивнул головой. У Вэнь Цюй действительно были хорошие способности. Затем Вэнь Цан и Ханьли вспоминали старые времена. Хотя между ними не было особенно глубокой дружбы, встреча со старым знакомым после многих лет разлуки всегда была приятна. Из рассказа Вэнь Цаня Ханьли узнал историю, которая не была необычной для культиваторов с посредственными способностями в области моря рассеянных звезд. Вскоре после того, как Ханьли ушел, мастер Вэнь Цаня погиб во время культивации. Спустя несколько десятков лет самому Вэнь Цаню удалось достигнуть стадии заложения фундамента. После этого он стал посещать множество ближайших островов, чтобы собрать как можно больше информации. На одном из островов он наткнулся на ученицу секты изысканного звука и присоединился к секте. С тех пор он справлялся с множеством разных задач для секты изысканного звука. Но вскоре после того, как его дочь Сюй родилась, его жена умерла от странной болезни. Из-за его глубокой любви к жене он решил не вступать в повторный брак и воспитывал Вэнь Цюй сам. Естественно, она стала ученицей секты изысканного звука. Услышав это, Ханьли внутренне вздохнул несколько раз и горько рассмеялся. Напротив, его собственный опыт был довольно простым. Помимо культивации, ему было ни о чем говорить. Но в конце концов Ханьли спросил пару, отец-дочь, почему они сражались в этом отдаленном месте. В ответ Вэнь Цан пришел в ярость, а его дочь погрустнела. Это обстоятельство очень сильно расстроило Ханьли. Немного поколебавшись, Вэнь Цан объяснил всю ситуацию. Когда Вэнь Цюй достигла совершеннолетия, она должна была выйти замуж за молодого культиватора с безграничными перспективами и стать его компаньоном Да. К сожалению, молодой культиватор погиб в битве с другими культиваторами вскоре после того, как они вышли замуж. Таким образом, очаровательная Вэнь Цюй стала привлекать внимание многих культиваторов в секте. Но поскольку Вэнь Цюй совсем недавно овдовела, она не хотела так скоро вступать в повторный брак. Таким образом, она отказалась от своих многочисленных просьб о создании пары. Следовательно, она неосознанно оскорбила одного знатного эксперта секты изысканного звука и была отправлена на опасную и напряженную миссию, а она должна была выкрасть драгоценный материал с территории объединения ядовитых драконов. Поскольку его дочь попала в такую опасную ситуацию, Вэнь Цан, естественно, не мог стоять в стороне и отправился ее сопровождать на протяжении всего пути. Однако вскоре они были обнаружены объединением с его дочерью в такой опасной ситуации. Вэнь Цан, естественно, не мог стоять без дела и вместо этого сопровождал свою дочь в пути. Однако они были обнаружены объединением ядовитых драконов. Вследствие этого их преследовали 3 этих культиватора, сражаясь с ними не на жизнь, а на смерть. Если бы Ханьли случайно не оказался поблизости, они наверняка встретили бы здесь свой конец. Услышав слова Вэнь Цана, Ханьли погладил себя по подбородку и долго молчал. Слова Вэнь Цаня означали, что он хотел, чтобы Ханьли добивался справедливости от их имени. Однако это была только одна сторона истории, и он не хотел безрассудно вовлекаться во внутренние дела секты изысканного звука из-за неглубокой дружбы.